Привет, дорогие друзья! С вами Соколова Наталья, ваш проводник в мир шоу-бизнеса. Сегодня у меня для вас настоящая бомба. Аскольд Запашный после развода решился на откровенное признание. Приготовьтесь, будет интересно. Итак, известный 48-летний артист цирка Аскольд Запашный появился в программе «Секрет на миллион» на НТВ и рассказал то, что скрывал от публики долгие годы. Речь о разводе после 18 лет брака, измене, внебрачном ребенке и семейной драме, которая разворачивалась за закрытыми дверьми. В моей жизни с точки зрения взаимоотношений с Еленой ничего не поменялось. Деньги, имущество, все осталось как и было. Я ничего не поменял. Вот как с моей карточки... Дом у жены? Да. И квартира, и дом, все у нее. Давайте начнем по порядку. У Аскольда и его уже теперь бывшей жены Элен есть две дочери. 15-летняя Ева и 14-летняя Айза. Девочки совершенно разные по характеру. Ева энергичная и общительная, вся в мать, а Айза спокойная и замкнутая, похожа на отца. В октябре этого года старшая дочь Ева дебютировала на чемпионате по бодибилдингу в категории эстетический фитнес. Она закончила 9 классов с красным аттестатом и продолжает заниматься в цирке. Аскольд мечтает, что обе дочки продолжат знаменитую династию Запашных. А сейчас я хочу попросить вас досмотреть это видео до конца, потому что дальше вы узнаете, какие слова бывшая жена написала после признания Аскольда. Поверьте, эти два слова говорят о многом. Не переключайтесь. Вернемся к разводу. Официально их брак был расторгнут 20 сентября этого года. Инициатором выступил сам Аскольд. Заявление он подал еще в конце июля. В эфире программы артист признался: личная жизнь деградировала до такой степени, что меня это просто перестало устраивать. То, что мне инкриминировалось как долги, я должен делать то, должен делать все, стало единственным, что сдерживало наш брак. Первые трещины в отношениях появились еще 7 лет назад, когда супруги начали жить в разных городах. Елена осталась с детьми в Москве и пыталась строить карьеру в медицине. Ее мать очень хотела, чтобы дочь стала врачом, а Аскольд в это время активно гастролировал по всему миру. Но это уже была неполноценная семья. Жена в Москве с детьми, а муж постоянно в разъездах. Превратились в таких друзей с обязательствами. Друзья с обязательствами и штампом в паспорте. А около 10 лет назад, находясь вдали от семьи на гастролях, Аскольд закрутил роман с артисткой цирка по имени Диана. И в начале 2016 года она неожиданно забеременела. Запашный об этом говорит, что с одной стороны радовался, а с другой сомневался. Но самое интересное, Аскольд не стал ничего скрывать и сразу рассказал об этом жене. Он планировал, что они каким-то образом вместе решат этот вопрос, чтобы не пострадали их дети. Можете себе представить реакцию Елены? Она, конечно, очень сильно расстроилась, плакала и надеялась, что все происходящее временно, как-то наладится само собой. Слушай, странно, если бы какая-то была особенная реакция, чтобы она обрадовалась и побежала надувать шарики. Забегу вперед, не наладилось. Диана родила укротителю тигров сына. Ребенку сейчас уже 9 лет. Теперь держитесь крепче. Любовница самостоятельно назвала мальчика Аскольдом. Да, теперь есть еще и Аскольд Запашный-младший. Сам артист был категорически против такого решения. Он считал это глупым поступком и даже обвинял Диану в том, что она этим просто хотела показать всем, что это точно его сын. Хотя, как говорит сам Запашный, сомнений в отцовстве не было. Делать тест ДНК было бы просто пошло. Если там кто-нибудь Сан Саныч, ладно, достаточно обыденно. А Аскольд Аскольдович, как будто прям нарочито нужно всем показать, что это сын Аскольда. Так это для этого и делалось, да, мне кажется. И меня это раздражало. Отношения с Дианой длились всего около 2 лет. И знаете, из-за чего они расстались? Диана поставила Аскольду ультиматум. Она заявила, что хочет, чтобы его отношения с дочерьми были только дистанционными. Ее абсолютно не интересовало, как он будет общаться со всеми своими детьми. Но приоритет должен быть только у нее и ее ребенка. Вот такие были требования. Я прям немножко ошалел от этой позиции. Я как будто другого человека увидел абсолютно. Я ее не узнал. И я в этот момент сказал нет. И я ей сказал, что так не будет, и я не хочу с таким человеком жить. После разрыва с любовницей Лен даже решила дать мужу второй шанс. Она сказала Аскольду, что ей тяжело без него, что нужно попробовать восстановить отношения. Давай попробуем восстановим отношения. Я сразу согласился. Пара действительно попыталась склеить разбитую чашу. Для Аскольда это было лишь мучение. Он жил ради обязательств, а не по собственному желанию. У меня прекрасная работа, меня признают как артиста, я много чего делаю. А в личной жизни у меня дурдом, которого никто не видит. Что касается внебрачного сына, Аскольд его не бросил. Мальчик носит фамилию Запашный. Отец полностью обеспечивает вторую семью.
Он балует сына дорогими подарками и мечтает, что тот тоже станет артистом цирка. Сначала приставку, потом компьютер. Но это все тебе для работы нужно, для учебы? Правда, вся семья Аскольда, включая Элен, так и не приняла этого ребенка. Сам Запашный считает, что если бы жена приняла его внебрачного сына, возможно, у них все бы сложилось. Короче, как говорится, сама виновата. Я сделал, что мог. В эфире «Секрет на миллион» Аскольд попытался оправдаться перед зрителями. Понятно, что для любой женщины я сейчас какой-то мерзавец, который пошел изменил, у него забеременела девушка другая, а потом он еще что-то сделал. Но все совсем не так. Все гораздо сложнее. Артист объяснил, что штамп в паспорте для него всегда был формальностью, что он женился, чтобы кому-то что-то доказать, чтобы дети родились в браке. И делал я это вопреки в своей семье. Моя семья была категорически против. А теперь то самое, ради чего я просила вас досмотреть до конца. Представляете, после выхода программы бывшая жена Аскольда, Элен, впервые публично отреагировала на признание бывшего мужа. И знаете, что он написал в своих соцсетях? Всего 2 слова, но какие? Предатель на миллион. Вот так, коротко и по делу. А дальше добавила: несмотря ни на что, я верю в настоящую и преданную любовь. Вот такая драма сейчас в семье знаменитого циркача. Как вы думаете, правильно ли поступил Аскольд, что сразу рассказал жене об измене? Или стоило бы промолчать? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если вам было интересно. И до скорых встреч. Пока-пока.